Слушать рассуждения о Brexit на украинском ТВ – это доставляет себе немалое удовольствие. Я сегодня послушал канал 1+1. Брексіт, так за аналогією із англійським словом «вихід», назвали рішення британців, може спричинити ефект доміно. И вот уже корреспондент Радио Свобода специально для ТСН сообщает из Лондона. Обратите внимание на звуковое сопровождение. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Репортаж із Лондона. Доброго ранку. Народ Об'єднаного Королівства проголосував вийти з Європейського Союзу. На кого ж ты нас покинул? Не хватает плакальщи сразу же на заднем плане. Я думал, что он сейчас подойдет и, знаете, каюсь, конечно, и отрекаюсь, но скажет, что королева, к сожалению... Тут бы хорошо подошел, знаете, повешенный на заднем фоне, как раз таки повешенный на фоне биржи. А дальше уже картина апокалипсиса просто. Ну и опять-таки звуковое сопровождение, знаете, чуть ли не реквием по мечте. Цей ранок мешканці Об'єднаного Королівства зустріли в абсолютно новій реальності. І це не художнє перебільшення. Утро встретили в другой реальности, по улице бегают голодные псы, раздирают трупы умерших от голода, по всей видимости. Но дальше он перечисляет, на самом деле я утрирую, извините, он даже перечисляет те удары судьбы, которые сразу же постигли Британию. Рекордний обвал національної валюти – 10%. Такого не було у сучасній історії Великої Британії. Прем'єр-міністр оголошує про відставку. На телеекранах святкують перемогу політики з маргінальної партії незалежності. Ну, уход Кэмерона, это, конечно, невосполнимая утрата не только для Британии, но вообще для всего мироздания. Падение валюты, как будто бы кто-то думал что-то иное, как будто бы кто-то думал, что валюта вверх пойдет, когда Британия выскочит. И судить по первому дню по падении, это, конечно, мощно. 10%, да, это что, на украинском ТВ говорят? На украинском ТВ, если судить по падению валюты, то наша революция, понимаешь, достоинство, это вообще какое-то тотальное самоубийство. Ну и на экране сплошные маргиналы, это тоже забавно звучит на украинском ТВ. В їхньому арсеналі яскраві слова – популізм, демагогія, а часом відверта ксенофобія. Це буде перемога для реальних людей, перемога для звичайних людей, перемога порядних людей. Ксенофобия, говорит, в их арсенале. Он сказал, что это будет победа реальных людей, обычных людей и порядочных людей. Ксенофобия, по всей видимости, направлена против нереальных людей. Нереальные люди бунтуют непорядочных людей и необычных людей. Лондон, ще вчора світова метрополія, сьогодні ризикує перетворитися на збанкрутілий мегаполіс. Я вот по ходу этой передачи слушаю о том, что Лондон рискует превратиться там чуть ли не в помойку. Я просто жду, а прозвучат ли аргументы, по поводу предпосылок к тому, что Лондон превратится вот в такую помойку. Но аргументы не звучат, зато нагнетание идет постоянное. Протягом кількох годин Велика Британія перетворилася із процвітаючої держави на країну із загрозою занепаду та розпаду, мешканці якої не впевнені у завтрашньому дні. Как страшно жить. Просто с процветающей страны превратились практически в одночасье. Вообще, а британцы, они теперь не уверены в завтрашнем дне. И почему так случилось, не объясняется. Что вдруг случилось? Что произошло? Вот Украина зависит от кредитов. Не будет кредитов – габздец. А Британия от чего зависит? И причем, если Британии нужны кредиты, она их будет получать. Я не могу понять, если санкции никто не введет, не додумаются, там, к примеру, самая демократическая страна мира, то все будет нормально у Британии. Полихорадит, да потом посмотрим. Через полгода такую передачу замастырьте и покажите, что вот, смотрите, Британия валяется. Так не будет валяться. А самі британці, прокинувшись, зрозуміли, що явно зробили щось не те. І вже в п'ятницю зареєстрували петицію про повторний референдум щодо членства в ЄС. Утром проснулись, сразу же поняли, что сделали что-то не то. А это я же говорил, они выглянули в окно и сразу увидели, как одичавшие собаки разрывают трупы умерших от голода. Но вот по поводу петиции барышня немного приврала. А то прям-таки проснулись, сразу петицию зарегистрировали. Вот эта петиция, и вот ее, Вильям Оливер Хейли. А вот наш красавец Вильям Оливер Хейли рассказывает, что он на самом деле был за выход из ЕС.
но не верил в то, что они победят, поэтому зарегистрировал эту петицию. А теперь, говорит, у меня ее перехватили. Да что ж такое происходит? И вообще, про эту петицию, это крайне интересно. А если бы в свое время создали петицию с требованием пересмотра выборов в Украине, к примеру, или пересмотра насильственного свержения власти? Ну, это я так, это вообще какое-то меня понесло не в ту степь. Забудьте, короче, забудьте. Добрий вечір, Алло. Ну, справді, ситуація в Британії зараз нагадує похмілля після дуже великої такої гучної вечірки. Противники ЄС кажуть, що вони не очікували от саме такого результату. Вдумайтесь теперь, противники ЕС не ожидали. То есть люди являются противниками, идут, голосуют за выход из ЕС и при этом не ожидают. Мы не ожидаем, мы просто ставим галочку и не ожидаем. А вони не очікували, що Британія справді вийде із Європейського Союзу. Ну как это они не ожидали, если они за это голосовали, агитировали, если на это кучу денег потратили и личного времени? А что ты рассказываешь? Дуже великий резонанс, до речі, викликала історія однієї жінки, яка в інтерв'ю заявила, що якби була в неї можливість переголосувати, ще раз піти на референдум, то вона би зробила абсолютно інший вибір. Ось, власне, ця історія. Я би хотіла повернутися, адже я сповнена жалю і розчарована, що ми маємо піти з Євросоюзу. Большой резонанс получила история женщины, которая голосовала за выход из ЕС, но сейчас говорит, да нет, я бы голосовала, чтобы остаться в ЕС, и показывают эту жиночку. И на самом деле резонанс вышел, потому что все СМИ к месту и не к месту теперь показывают эту жиночку. Вот, вполне типичная британка. Здесь в этой статье ни слова о ней вроде бы как нет, просто ее теперь приплетают к месту и не к месту. А вот здесь вот есть, вот интервью с ней. И интересно почитать комментарии британцев. Ее не надо было выпускать из клиники. Вот, сумасшедшие не должны голосовать. Ой, ну и прочие всякие гадости про нее пишут. Но я нашел альтернативный перевод ее речи. Сама я дочь индийского офицера. Поверьте, у нас у британцев все не так однозначно. Вся моя семья голосовала за выход из ЕС. И уже утром, когда нам объяснили значение некоторых английских слов, мы ужаснулись. Нет, на самом деле мы не хотим уходить из ЕС. Говорят, что это отразится на пособиях и социале. Из ЕС не хотят выходить все наши соседи-британцы. Фарух Аль-Зухраб, Абдулла Шаих. Соседи британцы из дома напротив. Кин Дзюпин и Лио Саутинь. Это ошибка. Мы хотим переголосовать. Ну, я сразу же оговорюсь, что это альтернативная версия ее интервью, потому что украинские СМИ еще додумаются меня разоблачать за недостоверный перевод. Это альтернативный перевод, ребята, продолжаем просмотр. Країна не зможе вийти з ЄС, але зберегти свою участь на спільному ринку. І найбільш Я не могу понять, почему одна из самых сильнейших экономик мира не сможет участвовать в общем рынке. Что вдруг произойдет? Что случится? Ну і стала для багатьох очевидною вигода російського президента Владимира Путіна. Те, що тепер відбувається у Великій Британії, це справді безпрецедентно. 3 мільйони підписів зібрали. Стала для многих очевидна выгода Владимира Путина. И я бы хотел, чтобы для меня стала очевидна выгода Владимира Путина. Но мне в передаче не объясняют. Объяснить попытались Forbes. И это просто супер. Вот это вот Forbes. И вот эта вот статья Стива Форбса. Это главный редактор Forbes. То есть, а Forbes это не какие-то там, не 1+1 в общем. Это не ТСН. Теперь давайте почитаем его аргументацию. Я, честно говоря, был сражен ею. Почему Брексит это очень плохо? Брексит это политическая и экономическая катастрофа. Когда уляжется пыль, люди заговорят о том, что может быть все и не будет так плохо, как предсказывали. Не стоит в это верить. Результаты референдума усилят влияние центробежных сил, бла-бла-бла-бла-бла. ЕС сыграл решающую роль в превращении таких диктатур, как Испания и Португалия, в либеральные демократии, которыми они являются сегодня. Нет ничего удивительного в том, что Владимир Путин ненавидит ЕС, и в том, что он ужаснулся стремлению Украины стать частью этого блока. Он хочет, чтобы Россия была доминирующей силой в Европе, поэтому раскол в ЕС только ему на руку. Это Forbes. Это не пишет какой-то ребенок, к примеру, или там студент-первокурсник. Хотя я думаю, что за такую работу студент-первокурсник получил бы кол. Это пишет главный редактор Forbes. Смятение в Европе может подтолкнуть Россию к захвату стран Балтики под предлогом защиты русскоязычного населения, большинство которого не хотят иметь ничего общего с путинской Россией. Москва провела несколько зловещих военных учений в том регионе. И напоминание, главный редактор Forbes.
Как должны ответить США? Во-первых, мы должны четко дать понять Путину, что он должен забыть о Балтике, отправив туда свою бронетанковую бригаду. После этого отправить еще одну в Польшу, одну еще в космос, а одну еще в космос, чтобы Путин забыл еще и о космосе. Главный редактор Forbes. Чого ждать від других? Проблема ще в тому, що Британія виявилась розколотою не стільки за територіальною ознакою, скільки за ціннісною, ліберальна, відкрита, прогресивна метрополія проти традиційної консервативної провінції. То есть, по сути, города проголосовали остаться в ЕС, а вот селюки всякие проголосовали за выход. Но он идет дальше. Прихильники виходу з ЄС, згідно з дослідженнями, це дуже часто літні люди, люди, які проживають в бідних районах, з низькими статками, із низьким рівнем освіти. І от так сталося. Люди, которые проживают в бедных районах, еще и малограмотные, вот они проголосовали за выход из ЕС. И это очень интересно, потому что молодой человек, насколько я понимаю, спутал украинских пенсионеров, которые являются нищими ниже низкого, с британскими пенсионерами, к примеру, и людьми старшего возраста. Люди старшего возраста, это автоматически в Европе, а тем паче в Британии, не подразумевает людей нищих. Насчет бедных районов я бы очень сильно поспорил. По сути дела, я слышал всего два аргумента. Один касается банковской сферы, и я думаю, он будет решен. И второй аргумент касался того, что теперь в первую очередь будут иметь при приеме на работу британцы. И это, мол, плохо, потому что страну будут вынуждены покинуть там сотни тысяч людей. Я лично знаю британцев, которые были вынуждены уехать из Британии, потому что на места, куда они могли пойти работать, туда приняли людей, которые согласны работать, ну, из другой Европы, которые согласны работать за деньги просто смешные, за 4,5, к примеру, в час, или за 5. Это просто безумие. Ситуация, при которой британцы вынуждены покидать Британию, потому что в Британии для них нет работы, мне кажется странной. При этом высококлассных специалистов никто не будет выгонять, я абсолютно уверен. Если человек там работает, он не работает просто так. Почему-то об этом не рассказывают в Украине, что ты не можешь, даже являясь гражданином Евросоюза, просто приехать и вот так вот начать работать в Великобританию. Нет, дружище, у тебя должен быть серьезный контракт. У тебя должны быть основания для того, чтобы ты жил в этой стране. У тебя должны быть деньги как минимум. Поэтому я так и не понял, что же такое случилось, что Британия должна просто рухнуть как подкошенная. Но уверен, что есть множество специалистов, экспертов, которые мне могли бы объяснить, что произошло. Однако же в сюжете ТСН я этого не услышал, не уловил. Но этот блог, это не просто блог о сюжете ТСН, это блог о тенденции. Потому что вот так вот ситуацию показывают в Украине. А как эту ситуацию показывают у вас, друзья? Потому что там, где я сейчас, я включаю телек, и там вообще всем пофиг.